Мне часто мамочки задают вопрос, как быть, если я прихожу в магазин с ребенком, и он начинает требовать игрушки, истерить или валяться на полу в истерике. Что делать? Это так страшно. Что делать? Самое плохое, что я слышу в интернете, это когда советуют, и, к сожалению, психологи иногда это советуют, найти способ, как не брать с собой ребенка в магазин. Вот буквально сегодня я слышала такой совет, и меня просто мурашками пробрало по коже, потому что, честно, это совершенно неверно, да? Совет звучал так. Найдите способ, как не брать вашего ребенка в магазин, если речь идет о ребенке до 5 лет. Найдите бабушку, няню, не знаю, соседке заплатите деньги, только не водите его с собой в магазин, чтобы избежать этих истерик, чтобы он не привык истерить. А если ему больше 5 лет, то начните вести с ним его личный бюджет, чтобы он у вас за что-то зарабатывал деньги, у него были свои деньги на игрушки. Это тотально неверно. Вот про деньги на игрушки верно, только я не знаю, разумно ли это в 5 лет. Это индивидуально, наверное, в каждой семье будут относиться к этому по-разному. Но вот до 5 лет не брать ребенка в магазин из-за того, что он истерит, стоп, давайте разберемся. Когда мамочка какая-то следует этому совету или интуитивно сама приходит к такому решению не брать ребенка в магазин, дабы избежать этих истерик, по сути, мама в этот момент, мама ребенка признает, что она тотально не может справиться со своим малышом, она не может с ним выйти, она с ним не справляется. О каком контакте с ребенком тогда может идти речь, если мама решает проблему избеганием ситуации? Мне кажется, я сама так делала со своими детьми, и я читала про это в книгах по психологии, что проблем с детьми не нужно избегать, в них нужно входить и показывать своим примером ребенку, что проблемы все решаемые, что вы не боитесь проблем, что вы готовы нырнуть в эти чувства и отношения с ним, в эти трудные моменты и решить, что когда он истерит, вам не страшно, потому что вас осудят, что вы плохая мама, а вы в этот момент с ним. Значит, что мама делает, когда она избегает таких моментов? Эти моменты никуда не исчезают. Все это энергетически, интуитивно чувствуется, что мама избегает, мама не может справиться. В этот момент мама как бы бросает малыша в его вот этом истеричном поведении. Это можно прочитать иначе как «Извини, дорогой, я и сама-то тут выжить не могу. Давай будем избегать вместе, потому что тебя в этом виде я выносить не могу, мне это невыносимо самой». Представляете, что закладывается у ребенка, и когда он вырастает, какие потом трудности у него есть. У нас у многих есть эти трудности, и нам, многим взрослым, это мешает развиваться и идти по лестнице жизни вверх и добиваться высот и успехов, которые мы хотели бы. Вот именно такие моменты отчасти и много, безусловно, других. Что нужно? Что нужно делать в такой ситуации? Первое, понимать механику процесса, как и в любом деле. Почему ребенок истерит и требует с вас игрушки или валяется на полу, в магазине? Ребенок приспосабливается и ищет способ, как получить от вас то, что он хочет. Это нормально. Он также требовал, истерил еду, когда был маленький. Для него, для маленького, что еду попросить, что игрушки, когда они уже становятся для него чем-то важным, значимым, он их хочет. Для него это нормально, так же, как он кричал когда-то и требовал свою кашку или пюре, или грудное молоко. Сейчас он просто не понимает, в чем разница. И вы, как мама, должны ему это объяснить. Если он маленький совсем и не все можно проговорить, то нужно показать и объяснить это своей реакцией. Хотя здесь я добавлю, очень важно даже самым маленьким проговаривать даже то, что они мозгом еще не способны понять. Это очень-очень полезно. Приведу пример. Что именно проговаривать? Представьте, у вас малыш, вообще грудничок еще маленький, вы с ним гуляете, он смотрит и изучает глазками этот мир. И идет собака, точнее идет человек с собакой. Эта собака привлекает внимание вашего ребенка. У вас есть несколько вариантов, как с ним проговорить это, что сказать. Первое, вы можете просто сказать: это собака, смотри, дядя собака. Первый уровень сложности. Второй уровень сложности. Смотри, это собака, она белая в черные точечки, красивая. Это был второй уровень сложности, но есть еще третий уровень сложности, к чему я вам, как психолог, рекомендую стремиться. Малыш, смотри, какая красивая собака. Она белая, в черные точечки.
И эта собака называется, ее порода называется далматинец. Вы можете подумать, ну зачем ребенку годовалому, крохе, который еще и базовых-то слов не знает, знать слово далматинец? Поверьте, чем раньше вы начнете открывать ребенку мир так же, как вы его видите, то есть общаться с ним на равных, в смысле давать ему то же количество информации, что вы сейчас можете переварить, тем более развит будет ваш малыш. И не значит, что он обязательно запомнит слово далматинец и будет его употреблять в 3 года, например. Нет. Но вот этот уровень общения на равных в плане, что вы дозволяете, открываете ему информацию, ту, какого уровня информацию вы перевариваете сегодня в своей голове, на что ваш мозг сегодня способен, сколько в вашем вокабуляре сегодня слов. И если вы начнете это все ему открывать, у него просто быстрее будут строиться нейронные связи. Он будет более осмышленным, он будет больше потом схватывать. И вернемся к теме магазина. Это тоже вот здесь одно выходит из другого. Соответственно, если вы просто убегаете из ситуации, вы ребенку показываете, что, не объяснив, что вот еду можно было требовать, а это нельзя, потому что это разные вещи. Вы убегаете, и вы ему показываете такой паттерн поведения. Малыш, когда мне, во-первых, страшно, он читает это так, и ему тоже становится страшно, потому что ребенок полностью зависим от мамы. Если в какой-то ситуации он чувствует мамин страх, он сканирует это, и он тоже начинает чувствовать страх. И вы ему показываете, что мне страшно, я не могу с этим справиться, а еще хуже, что я не просто с чем-то не могу справиться, я с тобой не могу справиться. Как ребенок будет доверять такой маме? Естественно, потом малыш растет с истериками, капризами, с непонятным неадекватным поведением, которое родители не могут сочетать. Он становится неуправляемым. С чего бы? Потому что изначально нет вот этого доверия и принятия, полного доверия к родителям, потому что они сами его боятся, и нет тотального принятия родителями ребенка таким, какой он есть. Итого, что я вам рекомендую сделать? Первое. Здорово, если это видео посмотрят мамы, дети которых еще не начали пробовать истерить в магазинах, но я вам гарантирую, что каждый ребенок как-то это начинает. Все проходят эту стадию. Просто у кого-то это разворачивается в прямо некрасивое поведение, то, что обществом считается некрасивым поведением, а у кого-то это прекращается уже на зачатке, когда это только зарождается. Но каждый ребенок это пробует. И классно, если ваш ребенок это еще не пробовал, и вы заранее это видите. Тогда очень важно, когда это случится, не бояться и не пугаться. Давайте поймем, откуда этот страх. Страх того, что вас осудят и подумают, что вы плохая мама. Плохая, потому что не справляетесь со своим ребенком. Но ведь действительно не справляетесь, раз убегаете, раз не знаете, как себя вести. Почему? Стыдно. Это просто-напросто социальное давление. Все женщины, у которых есть дети, сталкиваются в разных ситуациях с тем, что общество ожидает от нас, что мы обязательно будем каким-то образом выглядеть со своими детьми. И люди боятся этого давления, оно давит, не выдерживает. Здесь нужно научиться выдерживать, нужно понимать, что в магазин вы идете за тем, чтобы купить хлеб и молоко. И ваш ребенок с вами, потому что вам сейчас так удобно. И если он ведет себя как-то некрасиво, вы должны помнить о том, что все дети и все мамы через это проходят. Это, в принципе, норма, что это когда-то случается. И если у вас будет плохо получаться, то никто не имеет права вас осуждать. Это не значит отталкиваться от людей и злиться на них, типа вы плохие, вы не имеете права меня осуждать. Нет, просто верить в то, что вы имеете право не справиться с ним когда-то, или имеете право дать ему поорать, и это тоже нормально, если вы контролируете этот процесс, понимаете, что происходит, и самое главное, не боитесь вашего ребенка в этот момент. Вы просто стойко должны верить в то, что это нормально. Я расскажу на своем примере, как я делала прям. Вот ребенок начинает, я понимаю, что он начинает капризничать, играть на публику впервые. И если я сейчас начну поддаваться этой манипуляции, то он и на пол ляжет и будет бить ножками. Стандартная ситуация. Я делаю, здесь неправильно делаю. Для меня действительно внутри ощущение, что ничего необычного не происходит, никакой проблемы нет. Это возраст, это этап взросления. Проблемы у меня внутри нет, поэтому я условно делаю вид, что проблемы нет. Мой ребенок видит, что проблемы нет. Он хочет сманипулировать и ожидает, что как с ложечкой, с кашкой или с супчиком было раньше в детстве, или с грудным молоком, он сейчас закапризничает, и я быстрее побегу его кормить. Ну да, я так делала. Где ребенок требует еду, и ты спешишь его покормить. Это нормально. И, соответственно, он сейчас ожидает такой же реакции. Он пробует,
ждет там, не знаю, 2 минуты, 3 минутки, а от мамы такой реакции нет. У мамы даже ощущение внутри другое, что это нормально. Я не должна тебе сейчас в ответ давать то, что ты требуешь, потому что это разные вещи. Я должна тебя кормить, я должна заботиться о том, чтобы ты был сыт, но я не должна обеспечивать тебя игрушками по твоему первому требованию. Я должна сама принимать решение, когда мне стоит купить тебе игрушку и какую, в зависимости от того, как у меня у взрослой сейчас обстоят дела с финансами, считаю ли я нужным тебе именно эту игрушку, потому что за это ответственна я. У меня нет обязанности снабжать тебя игрушками так, как ты захочешь, малыш. Я в это верю. И ребенок чувствует вот эту внутреннюю уверенность, он чувствует, что проблемы нет, что нет реакции давать ему в ответ. Поверьте, он успокаивается. Что значит? Я не игнорирую. Он капризничает, я не делаю вид, что ничего не происходит. Я продолжаю с ним разговаривать. Я, делая свои дела дальше в магазине, объясняю ему вот примерно то же самое, что я сейчас проговорила вам. Малыш, там, сынок, доченька, не веди себя так, это нехорошо. Ты требуешь сейчас от меня то, что я не должна тебе давать. Нет, я буду покупать тебе игрушки тогда, когда я буду считать это нужным. Ты мне рассказывай о том, что ты хочешь, но не капризничай. И давай вообще договоримся так, что если ты будешь капризничать, я вообще не буду тебе их покупать, потому что меня это настораживает. Я хочу, чтобы ты мне рассказывал о том, что ты хочешь, и я принимала решение, нужно тебе или не нужно. И я говорю так своему ребенку, что в год, что в 2, что в 3, что в 6, что дальше. То есть здесь очень важно разговаривать с ним как с нормальным, адекватным человеком, а не как с маленьким пупсиком, который ничего не понимает. Он не сразу вслушивается в эти слова, он продолжает капризничать какое-то время, но вода камень точит. Поверьте, если так себя вести с самого начала с детьми, они не будут заходиться в истериках на 10-20 раз. Им просто станет это неинтересно, потому что это неэффективно. Первый момент. Второе, потому что такое общение в ответ от родителя показывает уважение к своему ребенку. Третье, потому что он чувствует, что мама в порядке. Она не боится, она не истерит, ей не стыдно за него. То есть мама в порядке, на маму ничего не давит, мама не испугалась, значит и ему не страшно. Значит и он нормальный, мама реагирует на это нормально. Второй момент. Если вдруг вы уже запустили эту ситуацию, и ваш ребенок уже привык к тому, что вот он так себя ведет, а вы теряетесь, не знаете, как себя вести, вам некомфортно, вы пугаетесь и в итоге вообще боитесь с ним идти в магазин и ищете, с кем бы его можно было оставить. Что же делать тогда? У меня не было опыта, я не знаю, как это лечится, условно исправляется, когда это уже ситуация привычная для вас, для вашего ребенка. Но, безусловно, лучше делать что-то, чем не делать ничего. Потому что вот это отсутствие контакта с ребенком, оно потом в подростковом возрасте выходит в вот эти все подростковые кризисы, которые есть у всех детей. Гормональная система перестраивается, да, но дети их проживают по-разному. И кто-то из детей действительно уходит в крайности. Так вот, когда у вас с маленького возраста с ребенком нет контакта, он чувствует, что вы его боитесь и теряетесь от его поведения, то потом это трудно проживается вот в этом подростковом возрасте. Что делать? Делайте то же самое, разговаривайте, не избегайте. Но вам рекомендация такая, что у кого уже это запущенная ситуация, ходите в магазин один на один, то есть только вы и ваш ребенок. Почему? Когда мы идем в магазин с кем-то или вообще находимся с кем-то, у нас энергетическое поле, энергии объединяются, и мы на время становимся чуть-чуть чем-то общим. Если вы идете в магазин с ребенком вдвоем, то вам проще передать ему вот эти состояния, потому что он целиком направлен на вас. Если с вами будет еще папа, к примеру, который не подготовлен и не хочет психологически вникать в эти ситуации и искать какие-то верные, психологически верные решения, да, или бабушка, которая, не исправишь уже женщину в 60, в 50, в 70 лет, она уже устоявшийся человек, она привыкла так растила, и не нужно менять бабушек, давайте дадим им возможность проживать их старость счастливо, как им счастливо. Поэтому, если с вами будет человек, который не готов вести ту же линию, вам будет просто сложно, вас ребенок не услышит. Он, знаете, как радар, он настроится на того, кто ему более понятен. Понятно то, что привычно. Если он привык, что родители реагируют так на его истерики, теряясь, пугаясь, крича, стесняясь, он как радар настроится на второго с вами или третьего человека, кто привык отвечать на это так же, и ваши попытки изменить ситуацию он просто не заметит. Поэтому я бы рекомендовала постараться походить с ним в магазин даже в качестве тренировки для вас и для
ваших отношений с вашим ребенком, но вдвоем. И попроживать вот это вот, как я описала, да, вырабатывать себе внутреннюю уверенность, что вы ничего плохого не происходит, все нормально. Вы пришли в магазин, а не нравится людям. И то, что людям не нравится, что ребенок бьется ногами, они начинают об пол, они начинают осуждать, это общее социальное давление. Люди в этот момент как зомби, честно. На всех это иногда находит, и мы не понимаем, не даем себе отчет в этот момент, мы не думаем про конкретно вас и вашего ребенка, мы просто привыкли так реагировать. И вот не обращайте на это внимания, думайте о себе, у вас нет задачи всем нравиться, и думайте о ребенке, что ему маленькому важно чувствовать рядом уверенного в себе взрослого, который не бросает его в трудные минуты, который не боится того, что он якобы ужасен в эти моменты проявления. Он не ужасен, он просто требует свое, по-детски как может, пробует, изучает мир. И ваша задача быть с ним рядом в эти моменты. Я надеюсь, что это видео будет вам полезно. Ваши вопросы вы можете смело писать в комментариях внизу. Я читаю вопросы, читаю комментарии, стараюсь отвечать на них. До встречи!